Что представляет собой современный Винь Чунь? Насколько он сегодня боевой? Какие клубы представляют реальный боевой Винь Чунь и какие клубы представляют что-то, что является спортивной, сильно обрезанной версией Винь Чунь? На какие ухищрения сейчас идут лидеры таких клубов, так называемые учителя, вводящие в заблуждение своих учеников и годами преподающие им то, что не является боевым искусством? Предлагаю сегодня поговорить на эту тему и ответить на эти вопросы. Сначала мы наблюдаем так называемые прилипающие руки, чесао, и в целом здесь нет ничего порочного, все вроде бы замечательно. То, что здесь предложено, добавить вот это вот разрывание контакта, ну, с этим можно поспорить, можно не спорить. В принципе, подобные вещи мы наблюдаем и в ипмановском Винь Чунь, в практике чесао, хотя первоначально вот даже сам термин «прилипающие руки» означает, что контакт утрачиваться не должен ни при каких обстоятельствах. Вы должны, контролируя рукой руку противника, этой же рукой во время этого же контроля атаковать противника. Это, по идее, как бы теоретически должно учить сразу наводить этот контроль, наводить эти мосты, но на самом деле, как правило, не учат этому. И здесь уже кто успел, тот и съел. И такие навыки, когда вот разрывается этот контакт, ограничивают явно возможности чесао. То есть бойцы, как можно научиться снова получать этот контакт, когда вы сами все время стремитесь его разорвать. Вот понимаете, да, это совершенно противоположные по смыслу операции. И очевидно, они не учат ничему стоящему. Это так же, как если бы вас учили плаванию и говорили, что левая рука должна грести вперед, а правая назад. Вот далеко ли вы так уплывете? Но вообще вот эта вот ситуация с разрывом контакта, она в реальности реализуется, вот в бою реализуется тогда, когда вы работаете с периферией уже. Не так, как здесь вот показано фронт во фронт, а когда вы с периферией работаете, просто ни до вас не может дотянуться вторая рука противника, ни вы до нее не можете дотянуться, да и зачем. И тогда вы работаете только с одной рукой, а вторая рука у вас свободна. Мало того, существуют способы разрыва контакта, когда вы одной рукой контролируете две руки противника, и поэтому вторая рука у вас оказывается свободной. Вот такого рода разрывы чесао – это норма, это правильно, и этому специально учатся. А не когда вы получаете контакт и потом зачем-то его разрываете. И опять первый вопрос, который хотелось бы задать: зачем такой чесао? Вот какой в нем смысл? Зачем сейчас ученика ориентировать на так называемое слушание через руки, когда вот он старается, он действительно старается держать контакт и так далее, а его учитель разрывает этот контакт и пользуется просто тем, что ученик добросовестно выполняет инструкции этого учителя и не способен сейчас отреагировать адекватно на вот этот вот разрыв контакта. Здесь надо заметить, что и сам учитель порой не справляется с той задачей, которую ставит перед своим учеником. Он также не успевает адекватно отреагировать на его действия, когда тот разрывает контакт и стремится условно атаковать своего учителя. В этом смысле оставляет большие вопросы вот эти вот дыры в обучении. Конечно, вызывает сомнения еще и множество таких вот отдельных кадров, которые мы видим, где учитель сам допускает массу ошибок, и его ученик с легкостью проходит сквозь его вот эти так называемые прилипающие руки. Я могу себе представить работу с постепенным ростом какой-то нагрузки, интенсивности, с постепенным наращиванием сложности задач. Это все можно представить, и в принципе такая обусловленная работа, наверное, она имеет право на существование, хотя ее эффективность все равно находится под сомнением. Но, допустим, это просто демонстрация. Допустим, в принципе, в этом клубе, предположим, все-таки именно последовательно так вот работают, они обманывают учеников в процессе самой практики. Нам просто хотят, допустим, просто показать, как вот это вот наращивание сложности там происходит какое-то, как добавляются какие-то отдельные технические элементы несложные и к этой работе. И постепенно переходят от прилипающих рук, от чесао к какой-то работе, отдаленно напоминающей, конечно, спарринговую практику. Но а смысл тогда какой? Тогда это должно целиком уйти вот именно в спарринговую, интенсивную достаточно практику. Пусть даже не интенсивную, пусть это будет медленно, такой какой-то замедленный спарринг, там, бог его знает, не знаю. Но пусть это будет что-то, что уже близко к реальной боевой ситуации. Пусть это будет максимально близко, хоть к какому-то спаррингу действительно, а не к тому, что
когда учитель сам не может справиться с поставленной задачей, он ставит очередную задачу, усложняющую жизнь его ученику, пока ученик не адаптируется к этой задаче. При этом сам учитель с этой задачей не очень справляется. Как так? При этом надо сказать, что ученик-то молодец, он быстро достаточно адаптируется к изменениям вот этих правил, по которым здесь что-то такое вот происходит, правда, еще раз, довольно далекое от реальной боевой практики. И мне, как бойцу, практикующему прикладные боевые искусства, трудно понять, зачем и как долго нужно заниматься подобными вещами, прежде чем боец действительно станет бойцом и сможет что-то делать. Вообще, винчунь – это боевая практика, которая учит за очень короткое время становиться достаточно сносным бойцом, достаточно хорошим бойцом. Обычно для этого хватает года, для того, чтобы боец уже достаточно хорошо сражался. И не только с винчунистами, конечно, и не только в обусловленных таких программах, как вот мы это сейчас видели. А вот при такой практике, вот эти вот бойцы, могут они сражаться с бойцами других направлений? Спортивных, постспортивных, боевых, настоящих? Вот это главный вопрос. Люди в этом видео зачем-то здесь налаживают этот контакт, чтобы его тут же, вот вскоре буквально бросить. Что это за практика? Поясните мне. Подобным образом, я предполагаю, можно было бы практиковать удар без удара. Вроде бьешь, а вроде и не бьешь. Шаг без шага. Вроде ты шагаешь вперед, но тут же отшагиваешь назад. Защиту без защиты. Вроде бы рука дергается, чтобы защититься, но вы тут же бросаете руку и получаете удар там куда-то в свое тело. Вот какой смысл в таких вещах? Какой смысл начинать что-то делать и не доделывать это? Какой смысл заниматься тем, что не имеет конкретной прикладной цели? Вот это главный вопрос. То есть вы понимаете, да? С одной стороны, у нас здесь учитель требует одного, с другой стороны, делает совсем другое. Как к этому относиться? Вызывает вопросы также и баннер на заднем фоне. Не совсем понятно, по каким причинам мы видим вьетнамский винчунь на фоне надписи, которая гласит «Шаолиньско-фошаньский винчунь». Опять возникает вопрос, какое отношение вот эта вьетнамская ветвь винчунь имеет к легенде, что один из южных шаолиней находился в Фошане или Фудзянь. Но даже если и это учесть, будем считать, что это правда, что это так. Опять, вьетнамское крыло какое отношение имеет к этому событию? Очень опосредованное, очень далекое, не имеющее отношения к нынешним реалиям вьетнамского винчунь. В общем, здесь очень многое вызывает сомнения, и я мог бы продолжать эти перечисления довольно долго, но давайте обратимся просто к основе хотя бы винчунь. Винчунисты, я думаю, меня поймут. Понятие структуры – это такая важная часть освоения винчунь. С этого начинают, благодаря этому продолжают, благодаря этому становятся опытными бойцами и так далее. То есть понятие структуры – это некий важный момент. Это, знаете, как в архитектуре есть понятие контрфорса. Это такая форма, которая позволяет при минимуме ресурсов держать большое напряжение, большое давление. Вот структура винчунь – это, с большой натяжкой можно сказать, что это тоже так условно, как бы какой-то контрфорс, который позволяет держать, удерживать вот это вот давление атаками, защитами, давление со стороны противника, причем достаточно такое серьезное, мощное давление, потому что когда на скорость идет работа, там давление довольно большое. И вот эта структура позволяет не только удерживать это давление, но и управлять им. И при помощи этого давления управлять положением противника в пространстве. А вот в этих фрагментах, которые мы с вами просматривали, нет ничего, указывающего на это. Давайте мы еще посмотрим маленький фрагмент работы якобы над этой структурой. Вот я очень прям рад, что здесь стремятся к тому, чтобы тело рассыпалось как песок. Вообще винчунь такого, конечно, быть не должно. Тело представляет собой хорошую конструкцию, такую прям цельнометаллическую, при этом достаточно подвижную, раскованную. Но вот эта вот раскованность, она не является самоцелью. Ваша раскованность рождается из вашей структуры, и ваша раскованность в итоге поддерживает эту структуру, а не наоборот. Нераскованность дает вам возможность удерживать какие-то мощные атаки у вас, а структура. А вот то, что мы сейчас видим, это здравствуй, Кадочников. Тут нет структуры, и мы видим, как это плохо на самом деле. Вот представьте себе такую ситуацию в реальной какой-то вот схватке, в реальном бою, в спарринге в том числе.
И следующее, что будет, это просто добивание такого противника замечательного, который является просто подарком. Ну, то есть, думаю, очень хорошо видно, что здесь происходит. И, конечно, спарринговая практика – это не вот такой вот ударчик. И ожидание того, что вот вас ухватят за руку, там, падая, попытаются проатаковать там в пах, например. Смешно это все, конечно. То есть в боевой ситуации, даже в спарринговой, даже в унылой, медленной спарринговой ситуации, все равно это будет целый ряд действий. И вот такого рода падения какие-то с попытками что-то ухватить во время этого падения, и уж тем более проатаковать во время этого падения, просто, ну я не знаю, ну это даже дискредитацией боевого искусства не назвать. Это что-то, для чего нет термина, для чего нет слов. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходите по ссылкам внизу. Там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. Там же ссылки на ресурсы, где можно посмотреть это видео целиком, в полнометражном масштабе. А я вам желаю хороших тренировок.